Всем привет! Сегодня 23 июня 2022 года. У нас сильный ветер, темные облака, но дождя, скорее всего, не будет. На солнце жарко, но ветер сильный и достаточно холодный. Я даже одела безрукавку. Лето, красивая пора, цветы, юка, красавица, гортензия, белая, шикарная, высокая, просто прелесть. Только зацвела. Малышка гортензия. Перчик дрыхнет. Да, перчик? Перчик, привет. Здоров. Да, лапу. Лапу давай. Лапу. Не раскорячивайся, лапу давай. Лапу. Лапу. Привет. Привет, Морда. 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 Перчик. Перчик, малыш. Зацвели лилии. Они очень пахнут. Красота. Помните, фиолетовыми были? Все. Здесь семена. Сейчас подсохнет. Выкинет свои черные семечки и расплодятся повсюду. И везде у нас растет вот такое красивое фиолетовое чудо. Вот такое прекрасное цветение. Красота, не правда ли? А сколько пчел на них. Посмотрите. Красивый цветок. Так он снизу и вверх расцветает. Видите, эти еще не расцветшие. Красота. Вот такие у них листья. Такой рядочек красивый. Пойдем посмотрим на наши розы. Эта розочка еще не цвела. Вот такая красота. Такие красные шикарные розы. Что-то уже отцвело. Желтые розы. Это мы удаляем. Еще желтые розы. Это уже другой сорт. Более твердые. Видите? Твердые розы. Смотрите, какой букетик. Если все расцветет, будет очень красиво. Ветер очень сильный. Красные розы. Высокие. Еще красные розы. Здесь розовая. Очень пахнет вкусно. Желтая. Вот такой букет. Красота. Юка. Петунька. Вот эти отцветшие надо обязательно отрывать, убирать, чтобы цвели новые цветочки. Все удаляем. Вот видите, уже коробочка формируется. Потом высыхает. Там семена собираем, они очень мелкие. И даже не верится, что из таких мелких семян вырастает. Пусть простая, но вот такая красота. Идем дальше. Здесь у нас стоят кактусы.
Уже один расцвел. Вот этот красавчик, как всегда, дает нам 5-6 цветений за лето. Вот посмотрите, вот его было цветение. И что еще показать вам? Еще одну красоту сейчас вам покажу. Вот оно что. Цветение кактуса. Кактус, зимующий на улице. Опунция. Вот такое цветение. Из-за того, что сейчас прохладненько немножко, они закрыты, цветочки. Вот такая красота. Будет еще цвести. Вот здесь будет все вот это цвести. Там, если все это расцветет, будет очень красиво. На данный момент 4 цветочка. Один цветочек уже отцвел. Посмотрим сюда. То, что я вам показывала, посадила сюда петуньки. Все, что я выращивала из семян. Вот так получилось. Сейчас повернуты все в ту сторону, хотя должны в ту солнечную, потому что ветер в ту сторону. Белые, розовые, белые. Белых очень много вышло. Розовые. Все вот это вот мы отрываем. Обязательно. Отцвели, значит отрываем. Здесь у нас стена роз. Тепличка. Розы потянулись на персик. Персиков в этом году, хоть и дерево достаточно плохое, высохшее, но персики есть. Вот наши персики. Гортензия. Петунья рядом с ней. Беленькая. Красивая композиция. Здесь мой уголочек. Петуньки. Кстати, вот здесь вот эта петунька, вы не поверите, я из семян выращивала простые вот такие петуньи. Один вырос очень красивый цветок. Он фиолетовый, такой бархатный и крупный. Не знаю, петунья ли это или другой сорт петуний. В общем, потом я вам покажу цветение. Я его пересадила сюда, уже цветение, я его оборвала. И жду пасынков отсюда, с листиков. Здесь у нас вот такая красота. Фиалки уже отцветают. Эта петуния никак не может зацвести. Здесь немножко тенечек, притенение. Клемантин, который выращен из семечки, но не будет иметь плодов, конечно. Из семечки они не имеют плодов. Все-таки поморосил немножко дождик. Так, что у нас тут? Перцы и гагашары. Уже куст разделился. Вот он. На 3 части. Вот этот цветок короны, который был вот здесь, я оторвала, убрала его. Пусть развивается дальше куст. Скоро будет цветение. Вот наши бутончики. Вот. И здесь тоже покажу. Вот так. Тут тоже оборвала главный цветок. Вот так. Все растет, все хорошо.
Тут у нас тоже помидорки. Помидорочки. Виноград. Малина Кумберленд. Когда становятся черненькими, можно кушать. Очень вкусно. Смотрите, какое небо. Смородины много в этом году. Белая смородина. Здесь, кстати, я посадила петунию. Правда, сейчас в одну сторону завесла. Такая красота. Здесь у меня грядка с томатами. Томатов уже много, но спелых мы еще не ели. Вот такая вот красота помидор. Достаточно много. Чищу, конечно же, от листьев и от пасынков. Вот. Так, посмотрим. Можно и поближе. Вот наши томатики. Вот какая гроздь красивая. И дальше, и дальше, и дальше. И дальше, и дальше, и дальше. Оставляю только 2 ствола. Остальные все пасынки я убираю. Здесь оставила 3, потому что пасынок был большой, и оставила. Помидорки шикарные, красивые. Вот такие. Разные сорта. Вот такое чудо. Это все в помидорах. Тут и перчики есть. Скоро будут формироваться сами перцы. И на обычное уже кушаем. Крыжовник, как я его обожаю. Он должен потемнеть, конечно. Пока вот такого немножко розового цвета. Они должны быть темно-фиолетовым цветом. Но уже я кушаю даже такие. Очень хочется. Вот, например, вот такой. Сорвать. Кусты колючие. Обожаю арбузики. Крыжовник, арбузики, кто как говорит. Отцветает ежевика. Уже скоро будет ежевичка. Ягодка. Вот наши цыплята с Квочкой. Квочка что-то ругается. Да, цыпочки? Цып-цып-цып-цып-цып. Они всегда хотят кушать. Видят меня, думают, что я им несу покушать. А чё вы такие чумазые? Ой, что-то они такие грязные. В чем дело? Чего наелись? Вишни или что это такое? Какие-то они чумазые. Интересно. Цыпки. Грязнульки. Вот такой у них тут шалашик мы придумали, сделали. Тут такой вот выгул. Вот так они тут гуляют. В сетку заходят, там у нее ящик стоит, она там спит с ними. Вот такая. У нас тут шайка-лейка бандитов. Петух с 3 курочками. Все ждут покушать. Петух огромный, красавчик. Да, Петька? Петька, ну конечно. Молодец. Помидоры у меня везде посажены. Люблю я это дело. Помидорками занимаюсь.
Везде у нас посажены помидоры. Здесь вот такая полоска с петуньями. Там сейчас нету, потому что завалились на них поддоны. Здесь стояли поддоны. Завалились, и поэтому немножко заглушило. Цветения нет. Вот там сейчас появляется, а так вот только на этой стороне пока. Но зато красиво. Вот здесь уже начинается цветение. А так они пока стоят. Еще не зацветают. Но очень даже симпатично получилось. Здесь у нас огурчики, помидорчики. Вот маленький огурчик. Вот почему-то цветочек упал. Не знаю. Здесь помидорки и перчики посажены. Это я уже посадила поздно. Но они вырастут и обязательно будет урожай. Сейчас будем все проливать, поливать. Здесь тоже помидорки поздно высаженные. Здесь ванна, в которую мы набираем воду. Она нагревается на солнце. Достаточно большая ванна. На 3 тонны это ванна. Вот набираем 3 тонны. Нагревается и поливаем все томаты, огурцы. В общем, все растишки, цветочки и так далее. Вишню собрала, закатала баночки. Ночка, 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 привет, Ночка. Видео уже достаточно длинное, но еще зайдем в теплицу и покажу, что у нас здесь. Здесь растут помидоры и перчик. Кое-где еще я втыкнула и огурчик. Так что у нас тут перчики наши. Вот такие хорошие, красивые кусты. Они достаточно высокие. Потому что изначально тут кое-что мешало им расти. Но я вот так вот ниточками их подвязала, перевязала, чтобы они не падали. Так что все будет хорошо. Бархатцы. Смотрите, одну редиску тут оставила. Посмотрите на этот редис. Он огромный. Он очень большой, этот редис. Он как кулак. Одна помидорка тут вышла. Перчики. Огурчики. Вот перчики. Я вот оторвала уже главный цветочек. Вот огурчики. Бархатцы. Отрывать надо все усики у огурчиков. Вот так подвязываем. Так, что с помидорами? Помидоры есть. После обработки борной кислотой. Ну вот, уже надо подвязывать. Вот они уже согинаются. Хоть они еще не сильно тяжелые, но уже ломаются. Значит, будем подвязывать. Сейчас попробуем. Нет, не получится у меня на сетку положить далеко. Ладно, будем подвязывать. Вот, все, помидорки у нас есть, все нормально. И вверху, дальше и дальше есть помидорки. Все в порядке, никто не болеет, цветут. А здесь вообще в начале 4 этих перца, просто огромные, вот такие вот. Вырос. Тут с этой стороны тоже помидорки. Листики убрала, чтобы они могли дышать и проветриваться. Кусты уже ростом с меня. Вот так-то. Температура 27 градусов.